Кораблекрушение грузопассажирского парома МВ Spice Islander I. Spice Islander I был грузопассажирским паромом, который построен в Греции в 1967 году как Мариана. Она была переименована Апостолос после продажи в 1988 году. Третий раз перепродали в гондурасскую компанию Макам и Хасна из Занзибара, Танзания, в 2007 году и переименована Spice Islander I. 10 сентября 2011 года он затонул, в результате чего погибли 1573 человека, многие из которых так и не были восстановлены. Корабль имел длину 60 метров и ширину 12 метров. Корабль приводился в движение двумя дизельными двигателями, мощностью 1560 лошадиных сил. Пассажировместимость 645 человек, и экипаж состоял из 45 человек. 25 сентября 2007 года у грузопассажирского парома Spice Islander I была проблема у берегов Сомали с двигателем из-за загрязненного топлива. После того, как сигнал тревога была поднята через Кению, была направлена помощь. Судно совершало рейс из Омана в Танзанию и не перевозило пассажиров. 10 сентября 2011 года пассажирский паром МВ Spice Islander I, перевозивший более 2000 пассажиров, затонул у побережья Занзибара. Паром шел между Унгудже и Пембой, двумя островами у берегов материковой части Танзании, когда он затонул. По предварительным оценкам, число погибших составляет около 2764 человек, но в отчете, опубликованном правительством Танзании в январе 2012 года, утверждалось, что было погибших и пропавших без вести 1573 человек, выживших 620 человек. Пассажирский паром МВ Spice Islander I, корабль, попавший в аварию. В 21 час ровно по местному времени корабль отплыл из Унгуджи, главного острова архипелага Занзибар, на остров Пемба на севере. Официальная вместимость корабля составляла 45 членов экипажа и 645 пассажиров, но сообщалось, что он был сильно перегружен. Примерно через 4 часа после отправления корабль Spice Islander I затонул между Занзибаром и Пембой. Считали, что корабль перевернулся из-за потери мощности двигателя. Из тех, кто находился на борту, около 620 человек были спасены, по меньшей мере 40 из них получили серьезные травмы. Выжившие пассажиры говорили, что помимо пассажиров паром перевозил грузы. В первых сообщениях новостей утверждалось, что на момент его затопления на пароме находилось около 800 человек, а к 12 сентября сообщалось, что было обнаружено более 240 тел. Однако 14 октября правительство Танзании подтвердило, что на самом деле судно перевозило около 3586 пассажиров, из которых 2764 пропали без вести. В отчете о расследовании, опубликованном 19 января 2012 года, эти цифры были пересмотрены в сторону уменьшения. Всего было 2470 пассажиров, 203 подтвержденных погибших и 1370 пропавших без вести, а около 620 человек были спасены. Правительство Занзибара создать центр для людей, вовлеченных в трагедии, и призвал резервы из Занзибара присоединиться к усилиям. Он также призвал к иностранной поддержке со стороны африканских стран. Выживших спасли паромы и доставили обратно в главную гавань Занзибара, в Каменный город. 11 сентября начался трехдневный траур по погибшим в результате инцидента. Также было объявлено о расследовании затопления. Государственный министр Занзибара Мохаммед Абуд Мохаммед сказал, правительство примет жесткие меры против виновных в этой трагедии в соответствии с законами и постановлениями страны.
Согласно сведениям, полученным от выживших, судно было перегружено грузом из Дар-эс-Салама, включая несколько автомобилей, груз цемента и железной арматуры, рассказал комиссар полиции Муса Али Муса. Выжившие пассажиры отмечают, что вода начала поступать именно в трюм судна. Затем он затонул. Через 8 месяцев затонул еще один паром на том же маршруте МВ «Скаджет», также с большими человеческими жертвами.